Всем привет! Меня зовут Светлана. Вы на канале о вязании. В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать, как связать маечку вот для такой куколки. Как связать саму куколку вы можете посмотреть также на нашем канале. Ссылочку прикреплю в описании к видеоролику. Вязать мы будем вот такого плана маечку. Сзади я сделала 2 пуговки. По желанию можно оставить одну. В своих следующих видеороликах я покажу, как из такой маечки далее связать платьишко. Если вам такое интересно, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, и тогда точно не пропустите выход видеоролика. Для работы я использую крючок 2,5, пряжи Yarnart Jeans. Также нам понадобится несколько маркеров, а конкретно 4. Вязать мы будем столбиками без накида, способом крестики. Перед началом работы я сделала вот такую вот схемку. Мы набираем 31 воздушную петлю. Реглан я буду вывязывать согласно вот этой схеме. Это у нас схема второго ряда. 28 петель на основное полотно, плюс 2 кромочных, которые у нас идут на спинку, плюс 1 петля подъема. Всего 31 петля. По одной петле у нас на регланные линии уходит, по 4 петли на рукава и 8 петель наперед. Провязываем первый ряд столбиками без накида. Я рекомендую вам перерисовать вот эту схему для себя и вязать будем со второго ряда прям по этой схеме. 28 петель это у нас общее количество, которое нам необходимо. Плюс 2 петли. Это по одной кромочной петле у нас идет на спинку. И плюс 1 петля, это петля подъема, поскольку вяжем столбиками без накида. Получается, набираем 31 петлю. Вот я набрала. Далее мы провязываем 5 петель спинки. В одну петлю регланной линии провязываем 3 столбика без накида. Далее 4 петли рукава, 3 столбика без накида в одну петлю основания, 8 столбиков переда, 3 столбика в одну петлю основания, 4 столбика рукава, 3 столбика без накида в одну петлю основания и оставшиеся 5 столбиков. Вяжем второй ряд самостоятельно. Этот видеоролик будет максимально посвящен реглану на такую куколку, поскольку следующие видеоролики я уже не буду на этом акцентировать, а лишь буду говорить: переходите к такому-то ролику, смотрите подробно там. Поэтому советую посмотреть все же этот ролик внимательно. Смотрите, как я и говорила ранее, в одну петлю 3 столбика без накида. Так вот, каждый второй столбик по реглану устанавливаем по маркеру. У нас их получается 4. Прибавки будем делать в каждом ряду. Теперь нам еще необходимо провязать 4 ряда. Вот в этих точках мы провязываем по 3 столбика в одну петлю основания. В каждом ряду переносите маркер на ряд выше. Сейчас я покажу наглядно, как это делается. Вот смотрите, подошли к точке, где у нас реглан начинается. Убираем замочек. Вяжем 3 столбика в одну петлю основания. В среднюю петельку во вторую устанавливаем маркер. Вяжем до следующего маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переставляем замочек. Вяжем 3 столбика. 1, 2 и 3. Вешаем маркер. До конца ряда и следующие ряды вяжем самостоятельно. Провязала я нужное количество рядов. Вот смотрите, как у нас получается. Первый ряд из воздушных петель. Второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой. Получается, сейчас мы вяжем 7 ряд. В 7 ряду мы снимаем маркеры, довязываем до них, делаем 2 воздушных петли, рукава пропускаем, присоединяем вот в этом месте, вяжем 2 воздушных петли, пропускаем рукав, вот в этом месте присоединяем, вяжем до конца. На самом деле здесь все проще простого, чем может вам показаться. Главное понять принцип вязания. У меня стол стоит очень высоко,
и мне не совсем удобно вязать на камеру. Но я стараюсь максимально вам все это подробно показать. Вот довязала, маркер сняла, делаем 2 петелечки, снимаем этот маркер и в это место вводим крючок. Далее вяжем как обычно до следующего маркера. Дошла до маркера, снимаем, делаем столбик, 2 воздушных петелечки, убираем следующий маркер, вводим в это место крючок и вяжем далее до конца ряда. Следующий ряд вяжем без изменений, так как он у нас есть. Единственное, нам нужно будет сделать под руками по 2 прибавки. То есть в каждую воздушную петельку, что мы сделали, сейчас покажу, где это. Вот в каждую из этих петель мы делаем по 2 столбика в одну петлю основания. Провязала я ряд. Следующий ряд, это у нас получается 9. Пересчитываем еще разок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ряд. Вяжем просто прямо, не делаем никаких убавок или прибавок. Все те же столбики без накида способом крестики. Встретимся в 10 ряду. Так, ну все, 9 ряд готов. Провязываем 10 ряд. Это финальный ряд, который у нас будет с какими-либо изменениями. Далее мы будем вязать без них. Мы провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7 столбик в одну петлю основания мы провязываем 2 столбика. 1 провязала, следом же 2. У нас получилась прибавка. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем прибавку. 2 столбика в одну петлю основания. 1 столбик и следом 2. Провязываем до конца ряда. Теперь мы вяжем 11, 12, 13, 14 и 15 ряд без изменений, просто прямо. И когда не забывайте про то, что у нас у всех разные руки, разные материалы, крючки, пряжа. Соответственно, когда мы вяжем куколку одним размером крючка, одной маркой пряжи, не забывайте, что и одежду нужно вязать этим же крючком и такой же марки пряжу брать. Поскольку если вы вот возьмете, допустим, детскую новинку и крючок 1,75 для этой пряжи на изготовление самой куклы, а для одежды вы возьмете уже ту же пряжу, допустим, детская новинка, но крючок уже 2,5, у вас будет разбег. Вещь может немножечко отличаться от той, которую вы себе представляете. Поэтому старайтесь такие тонкости не забывать. Это очень важно для тех, кто вяжет не так давно, ну или мало вяжет. Во избежание разных там ошибок и непонятных ситуаций старайтесь все делать так, как делали до этого. Ну а пока продолжаем вязать. Когда будет 15 ряд, мы с вами встретимся. Так, ну что, провязала я 14 рядов. 15 ряд делать я не хочу. Мне нравится так, как получается уже сейчас. Пересчитываем количество рядов для того, чтобы свериться. Первый ряд у нас идет ряд воздушных петель. Его я также считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 рядов. В конце ряда нить мы не обрываем. Продолжаем вязание. В крайнюю петельку, где мы делали столбик без накида, вводим крючок и сюда же провязываем еще 2 столбика. Это для того, чтобы у нас получился более плавный переход на вот эту часть, на обвяз. Теперь вводим крючок между рядами. Вот в это место. Вот в это. Вот сюда вводим. Я думаю, сделать одну пуговичку этого будет более чем достаточно. И вот сюда.
Теперь смотрите, у нас получается 1, 2, 3, 4. На уровне 4-го ряда, вот над этой частью, я делаю 2 воздушных петельки. 1, 2, ну, зависит от того, какая будет пуговичка. Можно сделать 3. Пропускаем вот это место и в следующее вводим крючок. Делаем столбик без накида. Довязываем вот сюда. И вот в это место, где у нас первая петелька, вводим крючок, но захватывая лишь верхнюю часть нашей петли. Вот таким образом. Далее нить можно обрезать. Вот такая кофточка у нас получается. Сейчас примерим на нашу девочку. Не буду показывать, как я пришиваю пуговичку. Думаю, это делать и так все умеют. Я знаю, что возникнут вопросы, поэтому сразу сейчас покажу, как я это делаю. При помощи обычной иголки вот так вот вводим ниточку. И теперь проходим по изнаночной стороне. Захватывая петельки. Можно вот так поверху пройти несколько раз, а потом спуститься ниже. Я всегда очень плотно прячу хвостики, и если вдруг мне приходится на каком-то моменте перевязать изделие, для меня это реальная проблема, поскольку я не могу найти, где у меня вязание заканчивается. Так вот кропотливо люблю все это делать. Вот смотрите, вот пропустила. Теперь эту ниточку просто лишнюю срезаю. И со второй делаю то же самое. Ее можно опустить прямо вот здесь по этому ряду. И лишнее все это подрезаем. Все, готова наша маечка. Такая вот она у нас интересненькая получилась. Я безумно люблю вязать столбиками без накида, потому что изделие получается простое, быстрое и очень-очень плотное. Так, ну что, меряем на нашу девочку. Сейчас я камеру подниму. Вот так все это в размер у нас получилось. Смотрите, сзади здесь прекрасный запасик для пуговички. То есть нисколько не торчит. Нет такого, что у нас такое расстояние. Все в размер, прям как надо. Если вам понравился видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, потому что в следующих своих видеороликах я покажу, как сделать дальше платье, как сделать платье с длинным рукавом, как сделать пальто на такую куколку. И все это будет у нас по одному вот этому реглану. Не забудьте нажать на колокольчик, и тогда вы точно не пропустите следующие видеоролики. Пока-пока, до новых встреч!